Всем привет! Китай выкупает АвтоВАЗ и УАЗ, чтобы максимально увеличить свое присутствие на российском авторынке. Отечественные автопроизводители уже сейчас переживают сложности из-за нехватки комплектующих. И для китайцев просто нельзя придумать лучше момента, чтобы захватить лидерство на нашем автомобильном рынке. Но перед тем, как рассказать про все подробности импортозамещения по-русски, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Итак, коротко про АвтоВАЗ. Французы мечтают продать свой контрольный пакет акций как можно дороже, а китайцы в свою очередь хотят купить его за бесплатно. Переговоры идут, а заводы пока стоят, так как не хватает запасов материалов и комплектующих. Руководство АвтоВАЗа уже отправило своих сотрудников в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля, хотя он должен был состояться летом. Я всем сторонникам национализации промышленности и природных ресурсов не раз говорил, ваша мечта скоро исполнится, но национализирует их Китай. Учите китайский, пригодится в скором будущем. АвтоВАЗ начинал свою деятельность с реплики Фиата, а китайцы с откровенных подделок. Наконец-то две родственные души нашли друг друга. Но кто и где сейчас, сами видите. Итог будет интригующий. Надо, чтобы все детали производились в России. Во-первых, АвтоВАЗ не будет зависеть от зарубежных производителей. Во-вторых, будут дополнительные рабочие места и выплаты налогов. И коротко про УАЗ, который также переходит под контроль китайцев. Компания Chery сейчас вовсю начала тесты мощностей Ульяновского завода. Уже началось тестовое производство китайского кроссовера Chery Tiggo 8. На данный момент завод работает, но с 1 по 16 мая сборка автомобилей на УАЗе вестись не будет, так как Ульяновский автомобильный завод тоже уйдет в корпоративный отпуск по тем же причинам, что и АвтоВАЗ. Кроме того, заявлено, что на предприятии будет произведен ремонт производственного оборудования. Также к лету на АвтоВАЗе планируют начать выпуск автомобилей с минимальным количеством иностранных комплектующих. Упрощенная комплектация автомобиля по отношению к АвтоВАЗу звучит пугающе. А Минпромторг пообещал сделать все возможное для сохранения производства максимально широкой линейки Лада. Печально, Китай захватывает рынок РФ. Сначала он заберет заводы, а потом переведет все на свои узлы, оставит только сборку. Я надеюсь, что найдутся люди в правительстве, которые примут решение сделать АвтоВАЗ полностью нашим, со всеми узлами и компонентами. Если не так, то мы обречены на еще большую технологическую отсталость. У нас есть свои молодые кадры, инженеры, дизайнеры. Надо дать им дорогу, а не уничтожать своих талантливых людей. Убрать из руководства всех тормозящих руководителей, молодежь смелее, они найдут выход и без китайцев. Главное им не мешать. Напомним, на данный момент 68% акций АвтоВАЗа принадлежит группе Renault и 32% Ростеху. Для Франции и России остановка заводов является очень чувствительной, поскольку французское правительство – самый авторитетный акционер Renault, а партнером АвтоВАЗа является государственная корпорация Ростех. Ну и обещанная мною шутка юмора. Во время экономического кризиса АвтоВАЗ представил перспективную линейку машин с велосипедным приводом. Слоган «Все ради экологии и вашего здоровья». А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Что ждет АвтоВАЗ в ближайшем будущем? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, если сейчас вам сложно, то обязательно в будущем все изменится.